Всем привет, это «Хроники войны» с Татьяной Поповой. И сегодня мы поговорим с Ильей Заславским, аналитиком из Вашингтона по российской клептократии. Подписывайтесь на соцсети Ильи, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Илья, сегодня исполняется 15 лет делу против вас по ТНК БП, где вас обвиняли то ли в промышленном шпионаже в пользу Великобритании и Украины, то ли в том, что вы вообще украинский агент, то ли в том, что вы американо-британский агент. Если можно, расскажите, я думаю, у нас в Украине не все знают вообще, что это за дело. Расскажите, пожалуйста, каким образом вас угораздило какие-то тайные промышленные секреты узнавать у ТНК БП. Добрый день, Татьяна. Очень приятно снова с вами общаться. Я бы про это дело и не вспоминал, если бы оно до сих пор не имело важные последствия и для России, и для Украины. А, Если коротко, теперь я уже, изучив все материалы дела и пообщавшись с BP, и пообщавшись с разными сторонами, понимаю, что, как часто в России топорно, олигархи вместе с ФСБ хотели захватить компанию, ТНК BP, одну из главных аффилированных компаний BP в России и один из главных активов в мире, и успешно захватили ее, и я был одним из предлогов. И это все, что они там сочиняли, начали они следить за мной, за десятками других менеджеров под предлогом госшпионажа, но потом меня выбрали как удобную такую цель, так как я дружил с клубом выпускников британского посольства, дружил с представителями американского посольства, так как я в России работал, у меня двойное гражданство, я американский и российский гражданин. И потом они стали обвинять в неосуществленной попытке промышленного шпионажа, что типа они предотвратили промышленный шпионаж. Дело в том, что, как я понимаю, они спустили просто на тормозах это дело. Им не я нужен был, а э, с помощью меня пытаться шантажировать и нападать на западных менеджеров, что у них получилось, но не через меня, а просто эти менеджеры, около 150 человек, включая Роберта Дадли, которого, помимо всего прочего, отравили в Москве, а, они сбежали летом 2008 года, и к концу 2008 года российские олигархи вместе с ФСБ, вместе с другими правительственными органами фактически захватили операционный контроль над компанией и всего добились. А я был таким, ну, надо признать, стрелочником, удобным предлогом для одной из атак. Атаки шли по 9 направлениям. А, Там налоговые претензии старые, экологические, не такие визы у сотрудников западных, трудовые инспекции по несколько раз в месяц, обыски, маски-шоу там на 8 этажах компании в течение там 2 месяцев. Но была большая атака информационная, вплоть от идиотских высказываний тогдашнего президента Дмитрия Медведева, который связал меня с британским советом и с ТНК БП, что это все шпионская площадка. До пропагандистских помощных СМИ, вот габриляновские СМИ «Твой день» утверждали, что я передал материалы Ющенко и Тимошенко про «Газпром». Газета «Версия» утверждала, что я глава сети украинских шпионов в России. Тогда, в 2008 году, это звучало еще так немножко в новинку. Другие... А скажите, а кто в итоге, кто из олигархов захватил компанию? Компания на 50% владелась Альфа Групп, это Фридман Авенхан, Виксельберг и Лен Блаватник. И вот они все захватили компанию полностью, ее операционный контроль и управление, поставили временным главой компании Фридмана. Герман Хан и Виктор Виссельберг продолжали оставаться на руководящих постах. Лен Блаватник делал вид, что он как бы издалека и просто инвестор, но на самом деле он совершенно был в союзе с этими олигархами, дружками из ФСБ. И правильно я понимаю, что BP официально купила, боже, я уже не помню, чьи это были месторождения до того, как это стало, ну, Тюменской нефтяной компании, наверное, да? То есть вы купили, ну, British Petroleum, зашли, купили долю, официально все, а потом вас просто начали выдавливать. Если коротко, то
Да, но вот там чуть-чуть более сложная история. В 90-е была война уже между ТНК и BP. Потом они так нехотя сошлись и под чутким руководством Путина и Тони Блэра подписали партнерство 50 на 50 в 2003 году. Ну вот к 2008 году это партнерство как бы сдохло. Русские получили все, что они хотели от бипишников, деньги и технологии, и решили уже захватить компанию, что у них чудесным образом получилось. А потом BP все-таки решила остаться в России, и они с Роснефтью долго искали новое партнерство и нашли. Я их предупреждал, начиная вот с 2010 года, как у меня появилась возможность уехать на Запад, уже окончательно из России. Я ходил в офис BP, на самом высшем уровне ходил к ним, предупреждал, что все это кончится плохо в России, вам стоит уходить, и вот будьте знакомы с деталями моего дела, пусть это будет вам уроком. Но мне так похлопывали по плечу. В результате BP таки вышла из России полностью, э, хотя на самом деле еще не до конца, но они уже потеряли очень много активов, на 25 миллиардов долларов, и вот после начала полномасштабной войны BP фактически объявила о своем выходе, который еще на самом деле продолжается. Вот. Но по большому счету они вышли и потеряли очень много денег. Фактически все, что они заработали в России за эти годы при Путине, столько вот, примерно столько же они и потеряли. Была статья в FT, Financial Times в 2022 году, где-то весной, которая как раз все это посчитала. Вот. Так что, но эта история поучительна. А почему они интересно вспомнить сегодня? Не только из-за BP, и не только из-за того, что вот эти вот признаки такой озверевшей антиукраинской пропаганды были уже тогда, в 2008 году. Это интересно дело еще тем, что эти олигархи и люди, помогавшие, они до сих пор важны в путинской системе, и мы до сих пор обсуждаем их в рамках вот гибридной и активной войны против Запада и против Украины. Ну, в частности, наверное, все в Украине знают про санкции Альфа-банка, Сенсбанка, да, разговоры про Киевстар, разговоры про то, что Фридман, Авен очень пытались не попасть под санкции в Украине, в Ну, Англии, в даже Европе. более того, Волков из ФБК выступил в защиту Альфы. Абсолютно. Волков, А зачем он это сделал, если можно объяснить? я точно не могу сказать это, и к нему вопрос. Я предполагаю, что он думал по-тихому вывернуть это, и, наверное, какие-то обязательства были у него лично и у господина Ашуркова, который давно является другом олигархов в Лондоне. Вот. Другие сотрудники ФБК, я думаю, не были в курсе, но там же была и целая группа российских журналистов, которые, видимо, на какой-то, скажем так, или на поводке, или на прикормке, или дружит с Фридманом и Авином. Там был и Парфенов, и Пархоменко, и Муратов, Нобелевский лауреат, и были люди, акционеры с «Дождя». Но я думаю, что это все не могло пройти изначально и показывает не очень, на самом деле, большие способности просчитывать ситуацию со стороны российских олигархов. Я вместе со своими украинскими коллегами, партнерами, друзьями вот, из гражданского общества, из Центра противодействия коррупции, мы тогда, в марте 2022 года, организовали петицию, письмо тоже открытое против того, чтобы с Альфы и других олигархов российских снимали санкции, и просили у органов ЕС и Англии, чтобы до конца войны, до полной выплаты репараций, чтобы никаких даже таких разговоров не было. И это письмо подписала, я вам пришлю ссылку, повесим ее, может быть, потом в комментариях, подписала, ну, реально подписал весь цвет гражданского общества Украины, включая Нобелевского лауреата Александра Матвейчук. И это было таким ответом совместным вот, украинского гражданского общества и вот разных международных экспертов и активистов типа меня. Такой вопрос по поводу еще 2009 года. А вам тогда как бы дали уехать, вот, ну, выдавили, да? Или все-таки вам пришлось вот прям прорываться через границу? Как это происходило тогда? У меня был очень такой кейс, еще это были относительно вегетарианские времена. Я 2 года сидел под подпиской о невыезде в Москве, год ходил на допросы в Лефортово, э, должен был отвечать на всякие идиотские вопросы. Потом меня судил судья,
Сергей Подопригоров в Тверском районном суде в тот же момент, когда он же там судил Сергея Магнитского. И заверял мое дело замгенпрокурора Виктор Грин, который известен тоже и по делу Магнитского. Он его пытался после смерти обвинять в разных грехах. И Навального он судил, и другие экономические дела одобрял этот прокурор. В результате, по-моему, фигуранты вот со стороны судебной и правоохранительной системы в моем деле, они очень многие сейчас в списке Магнитского под американскими санкциями. Я тогда торчал в Москве под подпиской, за мной и за моей семьей велась слежка, всяческие были трэшевые совершенно репортажи по телевидению и в газетах, вот о которых я уже упомянул. Но я не сидел ни одного дня. Я был, повторю, стрелочником, и я сильно сам им не нужен был. Кроме того, это все мои предположения. На самом деле все это надо задавать ФСБ и этим олигархам, которые все это устроили. Они знают дословно, что и как шло по моему делу. Но я предполагаю, что был финансовый кризис, уже с Западом не так хотелось им ссориться, нужны были деньги к концу 2008 года, 2009. В принципе, компанию они уже захватили, и дальше им прессовать это дело смысла не было. А мы, моя семья и мои друзья, дали им понять, что я никогда никакой вины не признавал, что если меня арестуют или что-то со мной сделают, тут же выйдет на Западе репортаж про нас, и моя мама пойдет там в американское посольство с письмом, и мы устроим скандал. И они поняли, что зачем связываться и делать этот международный скандал, если и так уже все получили. Поэтому к 2010 году это дело как бы в российской системе, насколько они могут, спустили на тормоза. То есть нам присудили условный срок, и потом дали условно-досрочное освобождение через год на этот срок. И в 2010 году, после 2 лет идиотских кафкианских процессов, я из России уехал окончательно. То есть, вы считаете, что повезло, что это были еще такие травоядные времена, потому что сейчас газовики выпадают из окон пачками. И там и банкиры, газовики, по-моему, там как-то все гораздо жестче. Сильно бы мне повезло, если бы я никогда не знал этих людей и не имел с ними дела, но, безусловно, да, многие мои друзья, активисты и те, кто боролись с Путиным, как и я, пострадали значительно больше. И, собственно, я выступал против Путина и как мог и как понимал еще до своего дела. Были со мной интервью и на «Эхо Москвы», где я сравнивал Путина с Лукашенко и Туркменбаши и говорил, что это все может кончиться диктатурой. Ходил на протестные акции, делал какие-то сатирические фильмы документальные и там документари про российскую реальность и там коррупцию. Но, безусловно, до своего дела я не понимал всех масштабов того, что происходит, и насколько звериная эта система, и что она... Меня больше всего поразило, насколько англичане и американцы съели, извиняюсь за это выражение, проглотили эту ситуацию и ничего не сделали. Там, как я теперь знаю, натуральным образом травили главу компании на тот момент ТНК BP, а потом всего BP, Роберта Дадли. И вот это было отравление между Литвиненко в 2006 году и Скрипалем в 2018. Вот в 2008 году старшего менеджера, директора компании Роберта Дадли травили в московском офисе, и ничего американцы и англичане не сделали на этот счет. На мой взгляд, это не менее важное дело, чем Литвиненко и Скрипаль, потому что этим... Чем его травили, если не секрет? Только к 2018 году я сумел опубликовать об этом статью в Daily Telegraph. Там все детали есть. Само BP эту информацию скрывает и под ковер заметает, как говорят американцы. Все, что известно, следующее, что есть несколько ключевых свидетелей и у меня, и у журнала «Нью-Йоркер», которые свидетельствовали, что отравление это было, что оно происходило на протяжении нескольких недель, когда Дадли приезжал в офис в Москву, ему становилось хуже, BP проводила лабораторные исследования, брали анализы крови у него, я так понимаю, и какие-то другие анализы, которые показывали, что что-то ему, видимо, добавляли в еду. Там есть слухи, предположения, что это могла быть ртуть, мог быть мышьяк, но я этого не знаю, это просто слухи. Знаю точно, что BP себя очень странно ведет по этой ситуации, оно вроде как
Сам Дадли этого, когда его об этом спрашивали, он не отрицал это, но и не подтверждал. А какие-то другие люди, которые к этому не имеют отношения, якобы это отрицали, но все так отрицали таким образом, чтобы, когда, если вдруг это дошло бы до суда, то эти все вещи можно было бы отмотать назад. Что является точно фактом, что глава компании ТНК-БП потом сбежал тайно из Москвы, где-то, по-моему, в июле 2008 года, и потом вынужден был скрываться где-то в Европе. Он даже не боялся работать из головного офиса в Лондоне. То есть для меня вот это был совершенно безумный показатель того, насколько умиротворяют Путина и его систему и не дают отпор. Что если он американский гражданин, работает в британском конгломерате вот BP, он боялся работать из собственного офиса в Лондоне в 2008 году. И вот только потом он проявился, вот когда они уже пошли на сделку с русскими, потом вот он уже стал не бояться работать. Вот это очень важная вещь. И, к сожалению, я пытался об этом трубить и рассказывать, но на меня смотрели, знаете, как на сумасшедшего. Какой-то парень рассказывает, там что-то травили. Тогда в это еще никто не верил, и всем казалось это каким-то бредом. К сожалению, только сейчас начинают понимать. Скажите, а к вам лично делали подходы ФСБ? Вот они что-то предлагали или как-то пытались, там, не знаю, получить с вас какие-то данные, когда вы ходили на эти допросы? Ну, конечно, они пытались всячески меня... они пытались сделать так, чтобы уговорить меня на то, чтобы я оклеветал своих вышестоящих коллег, чтобы я сказал, что я занимался сбором открытой информации по «Газпрому» и по Киотскому протоколу по проектам энергоэффективности. Я пытался, чтобы наша компания ТНК-БП работала в газовой отрасли в России и работала по карбоновым кредитам по Киотскому протоколу, улучшала энергоэффективность и делала проекты для противостояния изменению климата. Я собирал открытую информацию, как и 70 других сотрудников газового блока. Это были мои рабочие обязанности. Они пытались это представить как незаконный сбор информации, как шпионаж, и пытались, чтобы я сказал, что меня Роберт Дадли и его подчиненные заставили это сделать. Что я вот по наводке руководства BP занимался шпионажем. Что являлось полным бредом, но это было их главной целью. Они мне предлагали особый порядок, то есть это без суда, чтобы я признал какую-то минимальную вину, и, значит, типа я понимал, что они просто меня разводят и что пытаются сделать так, чтобы я соучаствовал в еще одном преступлении вот с их стороны. Вообще передо мной прошел как бы целый каскад преступлений в ТНК-БП. И я отказывался, и я им дал всячески понять, что я не просто не буду признавать вину, а устрою скандал. Если они меня посадят, то они получат по полной программе. И в плане публичности. И на тот момент, слава богу, это сработало, им не нужно было. Точнее, я понимаю, что это не они решали, а это решали где-то в администрации президента, наверное, и олигархи. Это были ФСБшники, это так были исполнители. Они харасили и пытались надавить не только на меня. Я об этом писал и в Евромандане, и в Крым-Реалии, и на Радио Свобода. Может быть, повесим потом ссылки. Доходило до смешного. Каким-то моим коллегам они предлагали пятерки за тем, кто работал одновременно и учился, они предлагали пятерки, значит, за сессии. Кому-то они вламывались в квартиры и оставляли следы там, обысков или там, меняли тапки местами. Кого-то они на улице подлавливали и пытались с ними, значит, говорить. Кого-то приглашали на допросы и вели очень агрессивные допросы. Есть две книги, в которых описано частично мое дело. Одна книга – это Том Бергес, бывший корреспондент FT, «Клиптопия». Он рассказывает в одной из первых глав про то, как преследовали меня и человека по имени Джон Лав, который некоторым известен в Украине, это вот сотрудник BP. Вторая книга есть «Солдатов и бараган», называется «Соотечественник», «Compatriots». Там про многих вот людей, которые как-то пытались противостоять путинскому режиму, там целый раздел про меня, они взяли большое интервью. Так что, кому интересно, там вот тоже можно узнать. Ну, а угрожали они там, я не знаю, убийством, Они пытались, они посадками? угрожали,
Угрожали, конечно, посадкой, угрожали тем, что пришьют к этому делу моего отца, других родственников, что это сейчас они со мной разговаривают по-хорошему, а я могу, буквально тут проведут меня через несколько этажей, и там уже, ну, там есть следственное управление Лефортово, а есть вот тюрьма Лефортово. Ам, Говорили, что видно по моим глазам, что я врун, объясняли мне, что когда я учился в Оксфорде, они мне рассказывали, что знают они, чему меня учили в Оксфорде. Ну, в общем, всячески. А, еще они играли со мной в доброго и злого следователя. Там был один следователь, который очень беспокоился о моем самочувствии и все ли у меня нормально на работе. Ну, бред. Но вот он искренне задавал эти вопросы. А другой вот в злого играл, говорил, что всячески прекратит, значит. По-хорошему, что чувствуете запах капусты, который идет, вот, значит, из тюрьмы. Вот скоро вы, значит, этот вкус почувствуете. Вот, ну, в общем, это все длилось. Да, это очень забавно, он сидел, с одной стороны у него были иконки, с другой стороны портрет Дзержинского огромный. И все это у них сочеталось совершенно в голове. Интересно, но, конечно, пережить такое совсем не хочется лично. А вы сейчас не боитесь, вот вы ну, достаточно откровенно все это рассказываете, не боитесь ли вы каких-то личных ну, там, угроз, расправы? Потому что вот журналистку «Новой газеты», например, там как-то пытались то ли отравить, то ли что. Ну вот совсем недавно, уже после начала войны. Я, знаете, оцениваю риски серьезно, но рационально. Многих моих коллег, я работал в фонде «Свободная Россия», Free Russia Foundation, Наталья Арно. Ее вот отравили э, и назвали организацию нежелательной. Я работал с другими нежелательными иностранными агентами. Лично меня после уже переезда в США Альфа Групп пыталась через суды преследовать. Здесь было такое выдуманное дело про секретный компьютерный канал между Альфа-банком и Трамп-организацией, по которому адвокаты Альфа-банк привлекли, по моим подсчетам, около 50 человек. Они харасили, ну реально обвиняли, что якобы их оклеветали около 6 журналистов. И в качестве свидетелей пытались принудить участвовать в этом процессе около, ну, несколько десятков человек. Активистов, блогеров, компьютерных, ну, специалистов IT. И мне пришлось обратиться в Нью-Йорк, в такой ВАНС-центр по защите журналистов и блогеров. Мне в этом помогла организация OCCRP, это вот те, которые «Панамское досье» и прочее, проект по борьбе с коррупцией. Их руководство походатайствовало за меня, и с шестой попытки мне нашли адвокатов, которые не имеют конфликта интересов с Альфой в Америке. То есть это меня поразило. Огромное количество адвокатских контор уже работали с Альфой и не могут помочь. Вот шестая компания взялась про-боно меня защищать, и я больше года, с 21 по 22 боролся, противостоял адвокатам Скаден, и выиграл только потому, что этих олигархов поставили под санкции из-за полномасштабного вторжения. И против меня с их стороны вела дело адвокат Маргарет Кавец. Она зарегистрированный иностранный агент при Департаменте юстиции, так как буквально за несколько лет до этого ее фирму поймали на том, что они помогали Януковичу сделать компромат против Тимошенко. Если помните, вот было досье от компании Скадан, которая фактически якобы подтверждала, что Янукович не преследует Тимошенко по политическим причинам, а Да, что да, он... я помню, и что они нанимали лоббистов в США, я помню, и что лоббисты оказались не зарегистрированы или как-то Да. не сразу зарегистрированы, да, там была какая-то такая история. Так вот, эта адвокатесса и была одним из этих агентов. И пока она преследовала меня, она состояла на учете в Департаменте юстиции как вот агент, считайте, Януковича и Пола Манафорта. Это вам показывает, ну, это как бы показывает, опять-таки, вот к тому, о чем я говорил, что это мое дело, это не 15-летней давности события, а они все связаны с тем, что и сейчас происходит в Украине и в России. Да, в этой же компании работал зять Германа Хана вместе с этой адвокатессой.
Алекс ван дер Зван, голландский молодой адвокат, который женился на дочке Германа Хана. И он был первым, кого сумел, кто получил срок в американском суде по ходатайству спецпрокурора Мюллера. Он врал в ФБР по поводу вот этого дела Манафорта и защиты Януковича. И ему дали небольшой срок, и потом он, отсидев его, уехал обратно в Англию. Вот. Так что по поводу угроз, меня, да, еще русские пытались меня в какой-то момент в 2016 году, я потом уже узнал это от украинской журналистки, которая работала в BuzzFeed, они пытались меня обвинить, что я прокси или как-то, может быть, связан с ИГИЛом. Было такое партнерство, да, Обамы и Путина по поводу ИГИЛа, и в рамках этого партнерства ФСБ стало просто слать тупо списки людей, которые им не нравятся. Там, как я понимаю, было несколько десятков человек. Я был вот в одном из списков, где было 20 человек, где они на голубом глазу говорили, что, возможно, Илья Заславский из Лондона, он связан с ИГИЛом. Вот. Это было бы очень забавно, потому что я был бы первым российско-украинским евреем, который стал прокси ИГИЛа. Ты понимаешь, что им просто нужно было. Вот как они включают всех там в списки Интерпола, да, пытаются обвинить, там, по-моему, Невзорова или кого-то они пытались включить. Да, это известная история. Ну и, кстати, Хан, Абрамович, Роснефть, Фридман, они же, по-моему, у Кэтрин Белтон, которая написала «Люди Путина», как КГБ вернул себе Россию, начал наступление на Запад, они добились каких-то там минимальных исправлений в ее книге. Совершенно верно, но, видите, даже вы являетесь небольшой жертвой их пропаганды. Я внимательно за этим делом следил, и я дружу с Кэтрин, и мы с ней общались, она меня тоже хорошо знает, и мое дело. И когда она писала эту книжку, она с очень многими общалась, она 7 лет писала эту книгу, замечательный труд, который я всем рекомендую. Она его дала в открытый доступ на русском языке, и, по-моему, собиралась или уже сделала на украинском. Да, на нее была целенаправленная атака со стороны 4 групп олигархов. Абрамовича, Роснефти, Альфы и еще там одни, я забыл. Да, еще один менее известный олигарх, да. Менее известный, который там участвовал в московской недвижимости, я сейчас забыл его фамилию. Так вот, они все, я считаю, тем или иным способом проиграли. С Альфой конкретно, да, издательский дом пошел на сделку, но все, что добились, они потратили на это, я так понимаю, миллионы, если не десятки миллионов фунтов, Альфа. Все, что они добились, там были вымараны несколько строк, которые или просто снизили их градус. Это не является победой. Фактически их очень расстроило то, что Кэтрин обвиняла их в ранних связях с КГБ, что они с молодых лет связаны с КГБ, и что все это, корни растут там далеко и глубоко. Они лишь часть этих ее утверждений выморали, которые действительно тяжело проверить. Там, по поводу того, что там, насколько я знаю, что там Фридман спекулировал билетами театральными не просто так. А какие-то вещи, которые проверяемые из 90-х и из 2000-х, все там в книжке осталось. И даже то, что ей пришлось там чуть-чуть поменять, это все ерунда. Ерунда. И никакой победы это не является, но это дело вызвало в Англии такой большой отпор, что там наконец-то стало гражданское общество объединяться и пытаться изменить законы о клевете. И в каком-то смысле, как раз дело Магнитского и дела, связанные вокруг Магнитского и вокруг Кэтрин, они подтолкнули к каким-то изменениям в Англии в законодательстве. Опять же, еще одна связь с нашими временами. Да, на самом деле я читала статью как раз, где я увидела, что это минимальные какие-то изменения, но они все-таки добились. Было понятно, что им важно потом опубликовать в СМИ, что мы выиграли дело у Кэтрин Белтон. Если почитать пресс-релизы издательства и саму Кэтрин, ясно, она не признает никакой победы, и скорее она признает, что это она сумела противостоять успешно. Но вся российская пропаганда, она очень успешно подала это как победу. И это не первый раз. Вообще нужно обратить внимание, возвращаясь к олигархам, что вся российская машина пропаганды на них работает. Не только в России, к сожалению, но и в Украине, в Англии, в Америке. И работает совершенно потрясающе. И как это работает? Это целая многоуровневая система. Я это видел не раз. Конкретно по Альфе. Но также по Блаватнику, по Виксельбергу. Во-первых, у них есть люди, друзья в российской системной либеральной оппозиции.
как мы уже вот видели по письмам счастья, я их называю, письма поддержки, которые собирали в пользу Альфы. Но также у них есть дружеские западные журналисты или какие-то там СМИ менее важные. Но также у них есть нанятые лоббисты или так называемые друзья, которые помогают им вот устраивать встречи в аналитических центрах, там, на каких-то площадках. Плюс они большие филантропы, в кавычках. Я это называю, они раздают кремлевские деньги, не свои деньги, значит, чтобы не просто отмыть себе репутацию, но и получить доступ для Кремля в нужных местах. Ну, я хочу Так вот, сказать, я извиняюсь, да. он же у нас спонсировал долго очень Львовский джаз-фест, и был момент, когда я приехала на джаз-фест, и я уже не была замминистра, я, по-моему, только-только началась вот в телевизионную сферу пошла, потому что до этого я просто писала. И мне в какой-то момент одна знакомая журналистка говорит: ой, а сегодня будет обед с Фридманом, ты не хочешь сходить? Я говорю: да, ну это ж позор. Ну зачем? Потом где-то куда-то в прессе попадет, что я, значит, обедала с этим человеком. Ну это же будет ужасно. Вот, я отказалась, но он специально, вот, ну, удивительно, да, что с журналистами, там были замминистров какие-то, еще люди. Нет, он хотел пообедать именно с журналистами. Они обожают, и он, и Авен обожают, и Блаватник обожают. Ну, Блаватник меньше, обожают привлекать людей, кооптировать их, смотреть, с кем они могут работать, с кем нет. Я слышал похожие истории от британских журналистов, от американских. Я знаю людей, которые согласились и ходили, и потом фактически попали в сети, в их как бы влияние, и уже как бы вот когда они ввязались или в филантропический, или в какой-то другой проект, уже и сказать как бы покритиковать нельзя. И очень, очень тонко работают. Да, как бы, к сожалению, лобби в Украине проальфовское было и даже до сих пор есть сильное. Они пытались, ну, Вакарчук, к сожалению, выступал. Причем я не думаю, что он кооптирован, а просто у него были какие-то, что это тоже мой друг детства, что ли, или друг юности, что он тоже из Львова. Какие-то странные у него были причины. Но я дружу с Йосифом Зисельсом, который, наверное, вам известен, и вашим слушателям. Долго же была война вокруг Бабиного Яра. А, Альфа продвигала свой пророссийский проект, который фактически бы перевирал историю в пользу России, как бы Да-да, они показывал. там они даже уже начали фильмы снимать, и эти фильмы были... Первый фильм был ужасный, он был там, ну, чуть ли нацисты расстреливают евреев. Вот что-то такое. Это было реально ужасно. Но там же кроме них были еще более худшие люди. Там был тот же Фукс, который, ну, Так они все объединились в один проект. да, 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 ну я понимаю, но я имею в виду, что у Альфа еще репутация по сравнению там с какими-то полурекетирами, полубандитами, которые потом, оказывается, платил, как написала Роллинг Стоунс, платил по 1500 в Харькове, чтобы писали нацистские лозунги. Человек, который спонсором был Бабьего Яра. Платил деньги. Если я правильно понимаю, он был в одном проекте вместе с Альфой, вот как раз Да, да, да. российском. А был еще и есть украинский проект, который вот украинские институты памяти ведут, и Йосиф Зисельс. И вот они долго противостояли и победили, но с огромным трудом. И для меня это личная история, потому что мою прабабушку в Днепре убили нацисты в 1941 году, как еврейку. И я с самого начала видел, что Альфа и Кремль злоупотребляют темой Холокоста, темой Бабьего Яра. И это не только там. Они это делали в других организациях и в Израиле, и в Польше. И вся эта байда с денацификацией, с тем, что Украина антисемитская страна, с тем, что там не так ведется память Холокоста. То есть самому Путину и кремлевским и всем этим олигархам на самом деле плевать на Холокост, но все это в плане, что как подать против Украины, они с удовольствием делали и делают. И вот эта вся... Я понял, что все идет очень серьезно, и начал этот вопрос изучать. Вот когда появилась статья Путина про Украину, про денацификацию здесь, в Вашингтоне, по-моему, ну, во время пандемии, по-моему, в 2020 году. И абсолютно мне нет сомнений, что все эти филантропические проекты Альфы, Блаватника, Виксельберга, которые очень активно в этом участвуют, через Московский музей, Еврейский музей, через разные центры в Израиле. Вот. Они злоупотребляют этой темой и работают на Кремль. И, в Да-да, принципе, я готовила документы для депутатов Киевсовета, потому что во многом вот этот монумент Бабьего Яра, он зависел от решения Киевсовета, и у нас вот депутатка, девочка,
кстати, по-моему, она тоже еврейка, она сейчас в «Волке да Винчи», это бывший правый сектор, она там медик, постоянно на фронте, я пытаюсь с ней записать интервью, она на фронте. Вот, и она была депутатом Киевсовета тогда, и, собственно, вот я ей давала в свои выкладки, она их там зачитывала на заседаниях, после чего Кличко приходилось останавливать эти, ну, дальнейшее продвижение проекта русских олигархов. Да, так что это известная история. Хотела еще такое уточнить у вас. Вот, да, по поводу российской оппозиции тогда. А насколько, какая часть, как вы думаете, российской оппозиции связана с российскими спецслужбами? Сознательно или несознательно? Вы знаете, я не хочу заниматься распространением слухов. Это очень серьезное обвинение, и на него нужно иметь серьезные доказательства. И я не хочу здесь заниматься предположениями. Я могу сказать как сухой факт, что подозреваю, что огромные бюджеты выделяются в ФСБ на разработку российской оппозиции. А, не удивлюсь, точнее уверен, что много у них агентов есть, но, к сожалению, им и не нужно сильно внедрять агентов. Российская оппозиция очень атомизированная, разделена, и там пересобачить их между собой и стравить не нужно даже агентов иметь. Там достаточно сделать вбросы, достаточно сыграть на личных амбициях. К сожалению, вот даже эта история с Фридманом, Авеном и с сбором писем в их поддержку, она показала, что есть ряд людей, которые фактически скрытые лоббисты. Альфа, это вот типа Шуркова. Есть люди, которые дружат или как бы из лучших побуждений, вот типа Леонида Гозмана, который подписывал. Думаю, что Муратов мог тоже из дружеских с каких-то соображений, может быть, каких-то не денежных, но каких-то предыдущих обязательств, не знаю, общения. Илья Яшин из тюрьмы даже по глупости тоже подписал письмо. Не думаю, что у него какие-то обязательства перед Альфой. Думаю, что Фридман и Авен сделали... Они же играли очень на теме, что они дружат с Немцовым. Это отдельный такой вброс, отдельная как бы разработка. Что вот когда надо, Фридман, он был таким либералом и другом Немцова. Когда не надо, он брал под козырек у Путина и берет под козырек у Путина. Так вот, к сожалению, когда вот... Для меня это, например, чем важно? Что вот все разговоры о расколе элит, которые ведутся среди российской оппозиции, что вот давайте мы сделаем так, чтобы мы с Западом как-то и с Украиной договоримся, чтобы расколоть российские элиты, чтобы как-то переманить, дать им, например, механизм выхода из-под санкций, дать им какие-нибудь там отступные. Это все очень полезные для ФСБ разговоры. Потому что все, что можно ими добиться, это раскола самой оппозиции. И раскола или подрыва авторитета в Украине. Если Украина пошла бы на какие-то такие схематозы, да, вот, дать Абрамовичу как-то выйти из-под санкций за деньги, дать Фридману выйти, то никакой бы Абрамович и Фридман все равно от Путина не перешли бы, но скомпрометировали бы украинскую власть и украинское гражданское общество. И вот с такими схемами и идеями для меня совершенно очевидно стоит ФСБ за этим, а не просто какие-то глупые люди, там, наивные или даже лоббисты из российской оппозиции. Я не знаю, насколько это отвечает на ваш вопрос, но, по крайней мере, он показывает о том, что природа российской либеральной оппозиции, даже за рубежом, она не внушает, к сожалению, на сегодняшний момент большого оптимизма. Да-да, нет, я ни в коем случае не хочу никого раскалывать. Я просто под воздействием до сих пор книги Фельштинского «От красного террора к мафиозному государству». И вот у меня там было два момента, которые меня, как бы, от которых мне стало плохо. Это первое, вот это понимание, что те, которые убивали в 20-х, их потом садили и убивали те же самые чекисты, их последователи в 30-х. И так вот с каждые 2 года они сажали и убивали друг друга. И это, конечно, как-то мне кажется, это очень ужасно. Что у людей такое в голове, и это считается нормальным, да. А второе, это вот когда я начала читать уже про 90-е, 2000-е, и там просто перечислялись агенты спецслужб среди журналистов, среди каких-то политиков, активистов, церковников и так далее. Это просто тоже, это второй такой для меня был
тяжелая часть текста, которая меняет немножко твое отношение. Поэтому я и спросила. Еще такой вопрос, немножко, может быть, для вас неприятный. Вы понимаете, что коррупция сейчас – это не самое страшное преступление, которое совершает российская власть? Они убивают тысячами в Украине, в России, в ЕС даже кого-то в США, ну, этих ЦРУшников, которых они микроволновыми новыми вот этим оружием пытались, ну, калечить как минимум. Они их калечили, да, может, не убивали, но калечили. Но получается, вот эта борьба с коррупцией, она сейчас как бы не основная. Абсолютно Проблема согласен. гораздо больше. Мы с монстром, который пожирает тысячами людей в день. Абсолютно. И я здесь абсолютно на украинской стороне. Я постоянно приезжающим сюда, в Вашингтон, борцам с коррупцией задаю один и тот же вопрос. А не стоит ли, точнее, стоит прекратить, я даже не задаю его, а я делаю утверждение, что стоит прекратить любые расследования, например, коррупции в российской армии, потому что они помогают только Кремлю лучше смазать маслом свою военную машину против Украины, а не помогают Украине. Это против Украины. На что я слышу какие-то часто такие снисходительные, пренебрежительные комментарии, что это слишком проукраинская позиция, что у журналистов есть свобода изучать то, что они считают нужным, или что все-таки чем больше мы расскажем о коррупции даже в армии, тем это кого-то там повернет против режима Путина, во что я не верю. Хотя я сам являюсь, ну, если точно выражаться, я не только специалист по расследованию коррупции, я специалист по российской клептократии. И главное, со времен своего дела я как раз хожу и всех предупреждаю и говорил, сейчас уже это поздно делать, но как только я на Запад попал, я везде, где мог, у меня есть это письменно, я в 2012 году писал, что экспорт российской коррупции приведет к проблемам национальной безопасности на самом Западе. То есть, что это все приведет к гибридной и, может быть, горячей войне. Безусловно, главное преступление фашистского режима Путина, и это не только Путина, Кремля и большого количества российского общества, к сожалению, я бы сказал, наверное, большинства российского общества, главная вина в том, что они ведут геноцидную войну, в том, что они распространяют совершенно циничную, убийственную политику по всему миру. То есть я прекрасно осведомлен и с большим уважением отношусь вот к тому, чем занимается ряд центров в Украине. Военные преступления совершенно жуткого характера посчитаны и найдены не только в Украине, они начались в Грузии, они начались в Чечне, в Грузии, потом в Сирии. И как минимум вот центр Александр Матвейчук, Центр гражданских свобод, да, он насчитал, насколько я знаю, там практически уже под 50 тысяч преступлений, которые прям оформлены, и ну, про них хорошо понятно, что это для будущего Гаагского суда или другого суда вот, ну, вот, по военным преступлениям и репарациям. Это действительно политика вседозволенности, и мы это видим, я об этом пишу и трублю как могу. То есть сейчас гибридная война идет уже, то есть война идет против Украины, да, открытым порядком, но гибридная война с жертвами идет уже по всему миру. И плавает этот незастрахованный танкерный флот теневой, да, российский, который может произвести экологические катастрофы во всем мире сейчас. Буквально во всем мире. Да, все, что я пытался сказать. Да, но по разным подсчетам от 1000 до 2000 кораблей ходят в так называемом теневом танкерном флоте России. Они скупили по всему миру старые баржи, танкеры, точнее не баржи, а старые танкеры, которые вообще надо в утиль отправлять. И в обход санкций посылают нефть так, чтобы продавать ее выше ценового вот этого лимита. И буквально эти танкеры по всему миру ходят, и особенно они ходят в огромном количестве через Балтийское и Северное море. И уже были инциденты там в районе Дании, Швеции. Но эти страны, что меня поражает, Норвегия, Швеция, Дания, Англия, боятся даже как-то отреагировать и запретить таким вот полуаварийным судам, значит, проплывать мимо себя, потому что боятся России. И это ужасно, потому что это преступному режиму Путина это дает ощущение вседозволенности. И, то есть, к сожалению, эта вседозволенность
она в самом жутком виде проявляется в Украине, но она сейчас уже появляется по всему миру. И тут можно говорить и о том, что они вот это вот оружие против дипломатов используют, то, что они подсылают убийц там в западные столицы, то, что они везде с кораблями и самолетами НАТО идут на провокации и буквально могут привести к каким-то, не боятся, ну, что это может привести к каким-то военным последствиям там. А, Они поддерживают, ну, являются поджигателями разных войн и конфликтов по всему миру. А, То есть поддерживают. У меня есть знакомый журналист испанский, он изучает сейчас, как русский след в том, как из Венесуэлы и Никарагуа движутся потоки мигрантов в сторону Америки, вот южной границы. В Америке является большим вопросом. Как они делали на границе Белоруссии и России вот с Польшей и с Финляндией. А как до этого они пытались повлиять на Меркель и выбрать альтернативу для Германии, отправляя мигрантов из Сирии, из Африки в Европу? Помните, это же та же самая схема. Абсолютно, абсолютно. То есть, безусловно, да, коррупция не является уже главным вопросом. Тут главным вопросом является то, что это фашистский режим, который абсолютно оголтелый и с полным чувством безнаказанности думает, что он может творить все, что хочет. И еще один вопрос, который тоже важен. Российские агенты в США, вузы, политики, журналисты. Мы видели, что вообще делала Марджори Тейлор Грин по поводу законопроекта помощи Украине. Более того, мы видели большую половину республиканцев в Конгрессе, которые проголосовали против, которые пытались заблокировать, снять спикера. Но это агенты, это что вообще? Если можно, объясните. Ну и про вузы. Я слышала, что в вузах тоже это достаточно частая история. Опять же, чтобы кого-то обвинять в том, что они агенты, нужно иметь серьезные доказательства, и я не хочу заниматься голословными обвинениями, но такие подозрения совершенно рациональные, и я тоже их имею. Точно можно сказать, что как минимум почему-то очень хорошо распространяется российская пропаганда и ее месседжи среди республиканцев, даже среди конгрессменов. И это признают уже сами республиканцы. То есть там такой вот один из республиканцев, который таки пошел стал поддерживать Джонсона и стал поддерживать принятие этого пакета помощи, Маккол, да, он сам сказал, я слышу российские нарративы в здании Конгресса. Это все очень печально, но это показывает, с одной стороны, действительно силу российской пропагандистской машины и вот этой вот машины гибридной войны, я бы ее так назвал. И, с другой стороны, насколько на Западе все-таки вот за эти годы сложилась такая политика умиротворения Путина и поляризация. Поляризация, которая культивируется путинским режимом, но не только. Культивируется и китайцами тоже, и иранцами, и другими диктаторскими режимами, но России особенно. И, безусловно, здесь с большой тревогой ожидают выборов. И очень важно, чтобы наши демократические институты здесь устояли. Я все-таки все равно имею большие надежды, что Америка выстоит. И даже если я думаю, что Байден имеет больше шансов выиграть на сегодняшний момент. Но даже если Трамп выиграет, что является плохим сценарием, я все равно надеюсь, что это не будет как бы самым таким уж ужасным сценарием в том плане, если он не получит хотя бы большинства в Сенате и Конгрессе, тогда одна из ветвей власти будет ему противостоять и будет некий баланс. Но, безусловно, любой следующей администрации нужно подумать о том, как бороться с этой гибридной угрозой, что русские сегодня, россияне сегодня, это даже хуже того, что было с Советским Союзом, потому что они совершенно оголтелые, они готовы... У СССР при всех его ужасах и его собственных преступлениях, которые я не оправдываю, но хотя как минимум у позднего СССР были некие самоограничения. Они, например, так откровенно не пытались вторгаться в выборы в США. Да? Ну, как минимум, там же руководство партии пыталось вообще-то всячески чекистов отодвинуть от управления страной.
Они же, там же была даже какая-то борьба, они старались их не допускать в руководство. А тут Совершенно верно, абсолютно совершенно верно. беспринципность сразу же возникает. Нету никакой ни идеологии, ничего. Вот. А что касается вузов и влияния, этот доклад ему уже там около 5 лет, 5-6 лет, но я вместе с украинским соавтором Катериной Смагли э, написал, как я считаю, очень хороший доклад, называется «Кремлевская гибридная аналитика». Опять же, дадим ссылку в комментариях. Э, с тех пор что-то изменилось, но следы остались. Мы с ней проанализировали все российские деньги, всех российских Путин-ферштейеров, так называемых, тех, кто понимает Путина, да, и умиротворителей в разных вузах, аналитических центрах, в Америке, в Европе. А, И этот анализ показал, что это совершенно огромное количество институтов, а, и людей было вовлечено. Безусловно, многие сейчас отошли, прекратили брать деньги из России или как-то там завуалированно сильно снизили тон, но это влияние не изжито совершенно на 100%. И украинские активисты, я вижу, иногда продолжают с этим бороться и с приездами культурных деятелей, путинских доверенных лиц, там, типа Спивакова и там других куда-то в западные страны. Точно так же в вузах и в аналитических центрах все равно мелькают люди, которые что-то там пытаются а, уже значительно более тонко, завуалированно сказать что-то в пользу России. Вот. Я продолжаю это отслеживать и в своем блоге, на своем сайте underminus.info, подрыватели.info периодически что-то пишу. Вот. Мы с вами там э, обсуждали там, вот, например, господина Федяшина, да, из американского университета. Человек там, с Бутиной общался и получал деньги спонсировала его культурную программу по России женщина, которая получала награду у Путина, да, американская real estate наследница, она там вот он всяческую байду распространял, пропагандистскую везде в СМИ, как академик, как академический деятель, да. Ничего, продолжает сидеть в этом американском режиме, хотя про него писали студенческие газеты, Фельдштинский его изобличал, я там писал вместе с Катериной Смогли. Ну вот такая, к сожалению, толерантность в плохом смысле есть в Америке. Вот. Я еще хотел поговорить про вот это письмо от бывшего вице-президента из Газпромбанка Волобуева, которое я вам Ну, присылал. но он же извинился, я так понимаю, перед вами, если я так Ну вот, да, слышала. я как бы без всякого негатива, просто интересно, как судьба и история работает. Один из свидетелей со стороны ФСБ по моему делу, Против вас, да, да. против, не, Сейчас воюют против России. не только против меня, но считайте против руководства ПП, против западных граждан. А, Игорь Волобуев, он бывший вице-президент Газпромбанка, он уроженец Украины, и он, Да. как началась полномасштабная война, В сбежал. Сумской области, да, у нас есть на канале интервью с ним в первые полгода войны. Он пришел ко мне в студию, и здесь на канале должно быть это видео. Ну вот, он сбежал в Украину, сказал, что он раскаивается во всем, хотел служить в теробороне, в ВСУ, что у него в результате получилось, и он молодец, что это сделал. Но когда он сбежал, я очень расстроился, что он заявил, что он никогда с ФСБ не сотрудничал. И никогда... Я выложил материалы своего дела, где, его показания на суде. Он вышел на меня через там разных общих знакомых, вышел, сказал, что он раскаивается, и он рассказал обстоятельства дела. Фактически, если ему верить, он не знал, в чем он участвует. Сначала следователь пришел и сказал, как бы пытался изобразить, что справочную информацию в «Газпроме» легко получить. И все мои показания, что я собирал открытую информацию, в том числе, не только из справочной «Газпрома», что это все вранье. А, Он даже, он про мое это дело не знал, он сначала дал письменные показания общего характера, про как устроена справочная «Газпром». А потом его этот следователь вызвал
и заставил всякую вот эту байду сказать на суде. Я, в принципе, Игорю верю, что вот так они разыграли его и все это раскрутили. Но правильно, что он раскаялся, что все равно уже, когда его пригласили в суд, он не мог не понимать, что его заставляют участвовать в какой-то ерунде. Вот. Хорошо, что он, пусть и с опозданием, но раскаялся в этом, написал обстоятельства дела. Может быть, мы опять-таки повесим это письмо у вас на сайте или в комментариях. Сейчас Игорь воюет и был ранен, и он ведет свой, ну, по Facebook и, я так понимаю, другие соцмедиа. Может быть, даже стоит у него с ним еще пообщаться, услышать его мнение на это все. Он, я так понимаю, готов рассказать больше деталей про это дело. Я лично считаю, что все люди имеют право на раскаяние, на новую жизнь. Вы знаете, я сам об этом думал. Я, я всегда был против Путина, но я тоже делал ошибки. Слава богу, не такого уровня, как Лобоев. Я всегда был против Путина. Но, например, лично моя вина, мы недостаточно боролись с Путиным. Я не понимал природу режима. Я слишком поздно понял природу этого режима. Нам нужно было устраивать свой Майдан. Нам нужно было бороться с ним более активно на ранних этапах. А мы как-то это все пропустили, и теперь это имеет последствия для всего мира. Вот. И здорово, что люди меняются и могут осознать свои ошибки. И Украина им в этом очень помогает. Если что-то и есть хорошее из всей этой ужасной войны, это то, что ну, наконец-то мозги стали вставать на место и просыпаться. Люди начали, в том числе и на Западе, и кто-то вот в России. Я очень надеюсь, что вот такие истории, они будут на Западе больше рассказываться. И я сам этому буду максимально способствовать. Потому что мы уже все, мы в состоянии гибридной войны с Россией. И вот эта помощь, которую, я на этом завершу, эта помощь, которая идет из США в Украину сейчас, этот биль, это же помощь, это помощь самих США самим себе, а не только Украине. Потому что это наши общие ценности, это наши институты, это наша общая безопасность. И если это фактически способ США не вступить в эту войну самой, а с помощью Украины попытаться справиться с этой ужасной нависшей угрозой над всем миром. И нужно это ценить и не рассматривать это как помощь, а рассматривать это как самозащиту и давать ее в значительно больших объемах. Вот. И мое дело показывало мне, что как и люди в России, так и западные недооценивали угрозы от этого режима. Война в совсем микроскопическом смысле, так и война показывает всему миру, чем это все грозит, но до сих пор вот недостаточно показывает. Соответственно, я надеюсь, что вода камень точит, и это умиротворение путинского режима закончится. Да, спасибо большое, Илья. Напоминаю, что это Илья Заславский, аналитик из Вашингтона по российской клептократии. Подписывайтесь на его соцсети, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. И все ссылки на статьи, о которых мы говорили здесь, мы добавим ниже в описании и в комментариях.